Владимир Путин любит кидаться пацанскими фразочками. Ну, помните все эти, там, найдем в сортире, замочим, мы в рае, они просто сдохнут. Ну, или вот есть вообще топовое. Еще 50 лет назад Ленинградская улица меня научила одному правилу. Если драка неизбежна, бить надо первым. И тут все мужики у гаражей такие: вот красавчик, наш слоняра, сказал как надо, четко. Правда, мало кто помнит, что этой подзаборной фразой Путин тогда отвечал на вопрос, что русские делают в Сирии. Типа, если бы мы туда не пришли, террористы пришли бы к нам. Вот такой был как будто бы ответ. Сейчас из 24 года после теракта в Крокусе эти дворовые понты выглядят, ну, как минимум неловко или нелепо. Тем не менее, Ленинградская улица действительно много чему научила Путина. Похоже, это ее воспитание сейчас расхлебывают мировые лидеры, которым раньше Путин казался адекватным собеседником. Может, и прав был Зигмунд Фрейд, когда писал, что тайна человеческой души заключена в психических драмах детства. И как раз о детстве главного по семейным ценностям известно совсем мало. Ну, вырос в коммуналке, ну, дзюдо занимался. Потом как-то в КГБ попал. И как истинный КГБшник Путин, конечно, свою биографию создает сам. И постоянно рассказывает про папу-фронтовика, брата, умершего в блокаду, и о том, как спорт сделал из него человека. А вот каким на самом деле был Вова Путин, простой ленинградский паренек, об этом рассказывают только его друзья и бывшие соседи. А ведь в этих рассказах ключ к нынешнему Владимиру Владимировичу. Меня зовут Павел Коныгин, и в этом выпуске разборов мы поговорим о детстве человека, развязавшего самую кровавую современную войну на нашем континенте. Что сделало Путина Путиным? И при чем здесь немецкая классическая литература? Как всегда в начале выпуска я призываю вас: подписывайтесь, пожалуйста, на нас в Ютубе и, конечно, телеге. А еще у нас есть закрытые каналы, где мы публикуем бэкстейджи со съемок и эксклюзивные разборы. И отдельное спасибо, конечно, нашим патронам. Благодаря всем вам, ребята, мы имеем возможность сделать то, что делаем сейчас. Спасибо вам за вашу поддержку. Вместе мы не одиноки. В 1819 году немецкий писатель Эрнст Теодор Гофман пишет сказочную повесть «Крошка Цахис» по прозвищу Цинобер. По сюжету у бедной крестьянки рождается уродливый недоразвитый карлик, на которого добрая фея из жалости накладывает заклинание. Люди перестают замечать его уродство, а пакости и отвратительные поступки, ну потому что на другие он не способен, хвалят и одобряют. И это позволяет Цахису подняться, так сказать, по карьерной лестнице. И вот 180 лет спустя, в январе 2000 года, на тогда еще частном канале НТВ выходит выпуск программы «Куклы» с сюжетом, ну уж очень напоминающим Гофмана. Ох, да чего же он непривлекательный, а? Ну и происхождение, прости господи, темное, и взгляд. Ох, не, ну взгляды-то есть, ну какие-то мутные. У стареющего экс-президента большой страны рождается так себе преемник. Но вот фея с лицом олигарха Березовского накладывает на карлика телевизионное заклятие. И о нем везде начинают говорить только хорошо, а высших чиновников страны он поражает все тем же пацанским словарем. Мы дали им по морде. Всем им дали по морде. Чтобы они знали. Патриот. Истинный патриот. Оплот нации. Деятель государственного масштаба. Январь 2000-го – это как раз время, когда Путин еще не президент, но уже исполняющий обязанности. И ему очень хочется выиграть свои первые мартовские выборы. Но и местные электораты, и западные политики до сих пор плохо понимают, а кто же такой вообще этот Путин? Who is Mr. Putin? Who is Mr. Putin? И вот в такой ситуации жесткая сатира от неподконтрольного телеканала воспринимается Путиным как личная обида. И вот как об этом вспоминал бывший гендиректор НТВ Евгений Киселев. За что купил, за то и продаю. Да. Будто бы жена Путина позвонила одной своей близкой подруге и сказала: «Боже мой, ты не представляешь, что мой сейчас устроил». Посмотрел по НТВ программу «Куклы» и бегает до сих пор по потолку и говорит, что я этого Гусинского там посажу в тюрьму, там изгною. И так его это якобы вывело из себя.
Как вы знаете, наши российские пластиковые карты за границей совершенно бесполезны. Но сейчас есть простой способ получить заветную иностранную карту. Открыть карту казахстанского банка и не вспоминать о том, что такое наличные деньги за границей. И это можно сделать уже сегодня. И главное, пока что это еще можно сделать дистанционно. После оформления вы сможете арендовать автомобили и бронировать отели за рубежом, оплачивать iCloud, Netflix, Spotify, а также снимать наличные или расплачиваться картой в любой точке мира. Делать покупки в зарубежных онлайн-магазинах, а также покупать акции и инвестировать в иностранные ценные бумаги. И что очень удобно, пополнять карту казахстанского банка можно даже с любого российского банка. Важно, что правила в любой момент могут измениться, и тогда без полета в Казахстан, а то и вовсе без местного ВНЖ, открыть счет уже не получится. Так что если думали завести себе такую карту, заводите сейчас. К тому же карту можно привязать к российскому номеру телефона, и что очень важно, ее обслуживание бесплатное. По ссылке в описании можете почитать условия и дистанционно оформить карту казахстанского банка со скидкой 30%. Ну или просто при заказе напишите менеджеру промокод «Проследует», чтобы получить эту скидку. Сценарист той программы Виктор Шендерович потом рассказывал, что в администрации президента каналу выставили 3 пункта капитуляции. Перестать расследовать коррупцию в Кремле, по-другому освещать чеченскую войну и... Третье. Убрать Путина из персонажей куклы. То есть вы представляете себе, за 5 лет до этого премьер Черномырдин сидел со своим персонажем за одним столом и вместе с ним смеялся, понимая, что сатира и ирония – это вообще-то признаки здорового общества, где власть, наделенная избирателем огромным ресурсом, просто обязана терпеть критику и даже насмешки. И негоже государственному дядьке бороться со СМИ. А весь такой мускулиный и крутой новый исполняющий обязанности в гневе топает ножками и угрожает, и требует не шутить над ним. В итоге Путин выборы выигрывает. Ну а программу «Куклы» вскоре закроют, а Шендеровича и Киселева уволят. На владельца НТВ Гусинского заведут уголовку, а сам канал передадут «Газпрому». Обиженный крошка Цахис отомстил за себя. Но это уже потом мы узнаем, что Владимир Владимирович оказывается страстный телезритель и очень мнительный на самом деле человек. Многие телевизионные назначения и отставки проходят лично через него. У него есть даже любимые ведущие. Ну вот, например, Екатерина Андреева, которую Владимир Владимирович так сильно полюбил, что в ее конфликте с начальством Первого канала встал на ее сторону и восстановил в эфире, из которого ее выгнали. Это какой же я тогда человек, если меня спасает сам президент? Я не знаю. Мне это доподлинно неизвестно. Давай будем думать, что это может быть так, но может быть и не так. Это такая тема, которую, если бы я хотела, я бы рассказала. Но пока я не хочу. Когда-нибудь, может быть, а может быть и нет. Я не знаю, понимаешь? Потому что на самом деле и мне даже это доподлинно неизвестно. Но я только знаю одно, что я вернулась. Вот так и живет великий стратег. Одной рукой громит украинские и сирийские города, а другой травит Навального и решает кадровые вопросы на центральном телевидении. И кажется, тут самое время покопаться в детстве Вовы Путина. Вот дом, где вырос этот самый Вова Путин. Басков переулок, дом 12. Типичная ленинградская коммуналка. Комната 20 метров на семью. Отопление дровами, 5-й этаж без лифта. Если мыться, то в соседние некрасовские бани. Отец – работник завода, а мама подрабатывала то няней в больнице, то ночным сторожем. Ну а сам будущий президент потом так отзывался о родителях, я цитирую. Может быть, на каком-то этапе в университете я старался даже не афишировать, что мои родители не просто рабочие, мама была даже чернорабочей. Конечно же, мне было приятнее, особенно в университете на первом курсе, если бы я мог сказать, что мой отец профессор, а мать, допустим, доцент. Это цитата из книги журналиста Олега Блоцкого «Владимир Путин. История жизни». Но вы не ищите ее в магазинах, все равно не найдете. И скоро я объясню, почему. Из этого фрагмента мы также узнаем, что, как и многие, Путин, оказывается, стеснялся своей бедности и происхождения. Ну а из психологии нам хорошо известно, что травма бедности никогда не проходит бесследно для ребенка. И уже во взрослом возрасте часто выражается в неуемной страсти к богатству, наживе и красивой жизни, как главному смыслу. А вот еще один фрагмент путинских воспоминаний, уже про его двор. Цитата. «Жить во дворе и в нем воспитываться – это все равно, что жить в джунглях. Очень похоже. Но когда человек воспитывается в джунглях, то, попав в другую среду, все равно продолжает жить по этим законам». Конец цитаты. Ленинградские дворы джунглей, видимо, настолько крепко засели в характере Путина, что, попав в Кремль, он тут же окружил себя преданными шакалами табаки. А на тех, кто не из его двора, до сих пор шипит громче удава Каа. Зря вы хрюкаете, потому что... Не хрюкаю, а покашливаю. Ну, тем более.
покашливать нечего, потому что вы же не живете моей жизнью. Соседи Путина потом вспоминали, что двор существовал фактически по законам зоны. Были паханы старшие и их слуги, то есть те, кто помладше и на побегушках. Ну, такие, принеси-подай. И вот Вова и по возрасту, и по невысокому росту относился именно к вторым. Такая иерархия ему вроде как не нравилась, но вот сделать с ней он ничего не мог. Закон джунглей. Ну а в школе тоже из троек вылезти не удавалось, хоть и были там доверительные отношения с классной руководительницей Верой Гуревич. В общем, чтобы как-то спасти от влияния улицы и совсем не потерять среди местной шпаны, Путина записывают в секцию самбо и дзюдо к тренеру Анатолию Рахлину. И это после его похорон несколько лет назад Путин демонстративно отпустил охрану и решил на камеры прогуляться один по пустой, ну точнее, перекрытой ФСОшниками и зачищенной от людей улице Петербурга. Еще всех убрать. Как шутят в интернете, та секция дзюдо в клубе «Турбостроитель» и дала миру больше миллиардеров, чем любой бизнес-инкубатор. На матрас вместе с Путиным выходили, например, Аркадий и Борис Ротенберги. И вот, кстати, оцените их дворцы-близнецы на Рублевке, если еще не видели. С ним же занимались еще Василий Шестаков, депутат Госдумы и общественник, а также Анатолий Турчак, отец нынешнего в Рио губернатора Республики Алтай, а когда-то самого молодого губернатора России Андрея Турчака. И это тот, которого журналист Олег Кашин обвинил в организации нападения на себя. Тогда его рядом с домом до полусмерти избили двое молодчиков. Но команду замять это дело, по словам того же Кашина, дал лично Путин. Улица, видимо, научила его не бросать своих пацанов, а заодно и пацанов своих пацанов. Поэтому с юрфака и ЛГУ он притянул с собой и нынешнего главу СК Бастрыкина, а с первого места работы в ленинградском КГБ также Патрушева, Бортникова и экс-губернатора Петербурга Полтавченко. С КГБ тоже связана интересная история. Якобы уже одумавшийся и прилежный ученик Путин посмотрел в кинотеатре фильм «Щит и меч» про советских разведчиков и вот твердо решил служить Родине. Так твердо, что уже в 9 классе сам пришел в приемную к чекистам и заявил, что хочет у них работать. В 70-м бывший троечник поступает на юрфак Ленинградского университета, преодолев конкурс в 40 человек на место. И вот что именно помогло? Собственное упорство, спортивные успехи или просто хорошо выслужился перед ребятами в Большом доме? Об этом уж биография умалчивает. Ну а затем была работа в КГБ и командировка в ГДР, где Путин сидел в местном представительстве конторы и обустраивал свой быт. Обставлял квартиру видеомагнитолой и телевизором. Путин образца 24 года и Путин начала нулевых – это два разных Путина. И конспирология с двойниками тут ни при чем. Просто нынешний Путин – это такая подчищенная версия самого себя. В советской культуре были два понятия – лениниана и сталиниана. Это когда книги, песни и фильмы создавали образы вождей как полубогов. Ленин – это самый человечный человек, а Сталину – большое спасибо за счастливое детство. Ну и вот это все. И плевать, что оба бывшие арестанты, которые утопили страну в крови. Это же для благого дела. Путинианов в своей активности тоже не отстает. Вот вождь с голым торсом на коне, а вот за штурвалом бомбардировщика. Вот девочку в Кремль пригласил, а вот мальчика в пузо поцеловал. Ну, прямо золото, а не президент. А кто не согласен, прочь с экранов и книжных полок. Так вот и случилось с той самой книгой журналиста Олега Блодского, о которой я говорил в начале. В середине нулевых эту путинскую биографию по сигналу сверху просто перестали издавать. И вот почему. Тогдашняя супруга Путина Людмила уж очень сильно разоткровенничалась с автором. И в книге были такие эпизоды, говорит Людмила. Представляете, я беременная Катя на 7-м месяце. Маша на одной руке, а сумка с продуктами на другой. И пешком на 6-й этаж. А тут на лестничную площадку 2-го этажа выходят соседи, муж с женой, и видят меня, карабкающуюся наверх. Немая сцена, у мужчины глаза становятся большими-большими. Он только и смог что выдохнуть. Люда, ну разве так можно? Ну а потом, знаю, сосед несколько раз говорил мужу: Володя, надо помогать, Володя. Но это не возымело особенного действия, так как у Владимира Владимировича был принцип: женщина в доме все должна делать сама. Поэтому он никогда не принимал никакого участия в домашнем хозяйстве. Конец цитаты. Ну и согласитесь, как-то это совсем не клеится с образом родителей за семейные ценности, да? Ну, если только эта ценность не издевательство над собственной женой. Ну и вот вам еще одна цитата. Владимир Владимирович мог сказать, что будет, допустим, в 9 вечера, но не прийти в это время. Но и это еще полбеды. Муж никогда не перезванивал, чтобы сообщить, насколько задерживается. Ведь у меня существовали планы на вечер. Может, конечно, не такие насыщенные и важные, но тем не менее они были всегда. И вот фактически я всегда подчинялась пожеланиям Владимира Владимировича. Та же участь, что и книгу Олега Блодского, ждала и фильм «Ваше высокое одиночество». Искать тоже бесполезно. Его снял в 2005 году документалист Игорь Шатхан.
и тогдашний гендиректор канала ТВЦ Олег Попцов. Суть фильма была в том, что Путин не знает реальных проблем страны. В интервью после его выхода Попцов на вопрос, какой реакции на фильм вы ожидаете, отшучивался. Или премию дадут, или с должности начальника ТВЦ снимут. Вы это имеете в виду? Ну что ж, сказано, сделано. И уже через неделю после премьеры Попцова уволили из руководства ТВЦ. Ну а Шатхан снял еще несколько фильмов о Путине, но все они легли на полку из-за позиции режиссера по делу ЮКОСа. И здесь надо отметить, что попавшие под запрет биографии были написаны с участием и с ведома самого Путина, а также его домочадцев, и в целом были комплементарны для главного героя. И Шатхан, и Блоцкий с авторами не критиковали Путина. Но, как указывают наши коллеги из издания «Проект» Роман Баданин и Михаил Рубин, в этих книгах Путин выглядит обычным человеком, со своими эмоциями и слабостями. Но не спасителем Отечества, не супергероем и полубогом, а вот обычным среднестатистическим гражданином. И, конечно, это никак не совпадало с новым образом вождя. Друзья, в эти непростые времена ваша поддержка – это главная наша опора. Вместе с вами мы делаем большое дело, сопротивляясь пропаганде и диктатуре. Ваши регулярные донаты для проекта «Продолжение следует» – это не просто поддержка в создании новых видео. Это ваш вклад в свободу слова, в журналистику, которая сопротивляется диктатуре в нашей стране. Становитесь нашими платными подписчиками, и вы получите доступ к эксклюзивному контенту и возможность напрямую общаться с нашей командой. Ваша поддержка дает нам силы продолжать. Мы держим удар вместе, и спасибо вам за это. Еще один режиссер Виталий Манский также попал в опалу у нынешней власти. 6 лет назад он выпустил фильм «Свидетели Путина». Это попытка переосмыслить архивные кадры начала нулевых. Например, его встречу с той самой классной руководительницей Верой Гуревич. Безусловно, этот придуманный мной и одобренный Путиным эпизод характеризовал героя самым положительным образом в глазах российского избирателя. Прием «любящий ученик встречает любимого учителя» пропаганда потом взяла на вооружение и много раз использовала. И даже после нынешней инаугурации напуганную старушку снова позвали в Кремль. Но в том же фильме Манского есть эпизод, который характеризует реального Путина намного лучше, чем постановочные видео. Ты помнишь, как я из-за тебя чуть на поезд не опоздала? Когда ты обещал за мной на своем этом приехать. И нет, я говорю, нет, я больше не могу, я уже все опаздываю. И если вдруг вы поклонник Путина и почему-то до сих пор смотрите этот разбор, то вы, наверное, можете сказать: не, ну а что такого? Человек поднялся с самого низа, не спился, не сторчался, друзьям вот своим помогает. Ну а то, что жену абьюзил, так это у него работа сложная и нервная. И более того, кроме последнего, я в чем-то даже соглашусь, наверное. Но только никогда речь идет о человеке, который вообще-то руководит страной. И от его детских травм и некомпетентности страдает не только сам он и окружающие, а миллионы, а теперь и сотни миллионов людей по всей Европе. Путин не есть Россия. Диктаторы, которые отождествляли себя со страной, обычно заканчивали либо у стенки, либо с пилюлей яда в собственном бункере. Ну или в своей моче, как вождь народов. Но Путин до сих пор продолжает говорить о себе во множественном числе. Надули. Просто нагло обманули. Нас просто водили за нос, обманывали. Нас просто надули. Обманули дурачка на 4 кулачка. Кинули просто. Грубо кинули. Есть в психологии такой термин – внутренний ребенок. Это состояние присутствует в каждом из нас. И наша ментальная взрослость как раз и зависит от того, как мы этого ребенка умеем контролировать. Брать ответственность, признавать ошибки, а иногда и давать ему волю, когда мы, например, играем со своими детьми. А внутренний ребенок Путина в гневе стучит кулаками из-за того, что его, как в ленинградской подворотне, обидели взрослые и высокие парни. Ведь его опять выгнали со всех тусовок, и теперь Вове остается общаться лишь с северокорейским андердогом Кимом, ну и водителем троллейбуса из Венесуэлы Мадуро. И теперь, чтобы отомстить модным парням, он готов залить кровью половину планеты, лишь бы доказать, что не лох. И все это вместо того, чтобы признать свою некомпетентность как руководитель, ну и переговорщика, просто передать дела кому-нибудь поопытнее. Мировая история знает много прецедентов, выросших в нищете. Тот же Барак Обама мало того, что из небогатой семьи, так еще и темнокожий. И, конечно, это откидывало его в Америке 60-х вообще в самый низ социальной лестницы. При этом, будучи в Белом доме, он носил недорогие китайские часы по $300. Ну а Путин же не брезговал турбографом за $500 000. Ну окей, богатый человек, наверное, может себе такое позволить, но ведь только никогда четверть населения твоей страны не может себе позволить даже нормальный туалет. Слоган «Понты, обиды и абьюз» мог бы, конечно, стать хорошим девизом путинской избирательной кампании, но только он их никак не ведет, считая это ниже своего достоинства.
Ваше место у параши. Есть фраза, которую приписывают философу Платону: «Нет худших тиранов, чем вчерашние рабы». И с ней сложно не согласиться. В демократических странах от прихода такого обиженного вождя народ защищают суды, свободные СМИ и, конечно, честные конкурентные выборы. Но в России эти институты выжжены под одобрительные возгласы тех, кто попал под очарование крошки Цахис. У Гофмана, кстати, Цахиса все-таки удалось победить. И это сделали те, на кого не подействовало заклинание феи. И кто видел в нем не управленческого гения и красавца, а как есть злобного и неприятного карлика. Так что я уверен, продолжение следует.